Приветствую, ребят! Вы на канале Юра. Сегодня, как вы поняли по названию, по картинке, речь пойдет о моей машине Passat B6. Есть некоторые нюансы, которые я хочу устранить, и об этом речь, собственно, в этом видео и пойдет. Самое главное по кузову, как вы помните из прошлых серий, я ссылку оставлю на плейлист по ней. Машина красилась. Что был жук на капоте, на крышке багажника. Мне ребята, я на Drive 2 это писал. Все ссылки на мои соцсети в описании. На Drive 2 я писал об этом. Это был 2018 год. Тогда-то стоило $800. Сейчас, конечно же, дороже. Мне ее облили полностью, но крышу я не трогал. Есть недостаток на кромке лобового стекла. Мы ставим вставочку. И сейчас я хочу показать, что реально... О чем я говорю, что действительно все нормально с машиной. Для тех, кто будет орать, что перевертыш, если крыша крашеная, нет. Хотим устранить, чтобы все было по красоте. Ровно 2 слоя. А тут родная. Вот, ровно 2 слоя везде. Проемы не трогались, потому что там ржавчины не было. 80 микрон. Ну, проемы всегда тоньше. Если тут 100-120, я помню, Аурис снимал подбор, там, по-моему, до 84 падал уровень. Вот тут 98, но порог потолще. А не схватим. 87. А здесь крыша. Ну, крыша в родне. А так машина крашена на родной слой еще один. Я уже запарился все это обсматривать, но куда деваться. Не удивляйтесь, что крыша багажника тоньше. Здесь на фонаре был жучара, вот здесь в этом месте. И проблема большинствых Passat'ов, вот здесь вот жучара сидел вот на такой длине. Так, отсюда, по-моему, и до сюда, вот на такую длину. Потом она вся разбиралась полностью. Ну, там на драйве фотка есть, как она разобрана лежит. Вот. Поэтому 160 тут получается 2 слоя, но близко к родному, потому что она ощущалась до родного грунта, то есть, ну, краска родная сдиралась с нее, обрабатывалась, ну, грунтами всеми, как по ГОСТу положено, как говорится, и красилась по новой, поэтому там 180-160 и получается, то есть 1,5 слоя. Ну, здесь больше накрасил он что-то. Вот 372. 335. От души прям поливал это крыло. Хотя лучше бы потолще левую сторону сделал. Она всегда ближе к центру дороги. Страдает больше левая сторона, а тут уже за 300. Но спасибо человеку, я не в обиде. Потому что действительно ничего не повылезало за это время. Когда все B6 уже вареные, шпаклевые. Ну, кромка родная. Не видит. Черт. 68 вообще, самый верх. Стойка. 65. Ну, 185-100 крыша и наружные все были 67.
71, но снизу уже потолще. 306, 298, видимо, больше лака налил. Вот видите, тут идеально ровно никогда не будет. Где-то 300, где-то 280. Потому что когда красишь, все равно краска разлетается неравномерно, ложится на поверхность. Что тут 303, а тут уже 260. Идеально ровно не покрасишь. И вот видите, тоже потолок, ой, крыша родная, потолок говорю, но где-то 88, где-то 111. То есть родной окрас тоже не идеально ровный, потому что все равно механизмы окрашивают, покрасочная машина, но все равно они краску ложат неравномерно. То есть по теории это считается нормальным. Разброс в 30 микрон, то есть ну 20, 100-120 считается родной слой. А вот, как вы видите, все кромки дверные тут до 65 падают. Сэкономили, сволочи. 274. Ну и капот в двойном окрасе, соответственно, тоже. Ну вот. Вот, сегодня 18 марта 2023 год. Машина красилась, я ее забрал в сентябре 19 говорю, 18, в 19 году она делалась. Прошло уже 3,5 года, но вот состояние машины, пожалуйста. 2 слоя она окрашена. Мы сейчас закатаем, вернее, Серега, который будет делать, он закатает еще крышу в броню, то есть и крыша будет 2 окраса. То есть вся машина полностью суммарно будет в 2 окраса. И, на мой взгляд, я не хочу тут хвастаться, ну, блин, покажите мне еще один B6 без единого жука и шпакли в 2 ровных окрасах, блин, без сварных швов, тут детали все родные. Крышка багажника, капот, двери, крыша, тут все родное, тут ничего не варилось, не красилось, не менялось. Это все родное на машине. И ровных 2 окраса на ней. Ну что, едем за материалами. Вот Серега уже со мной, едем вдвоем, потому что он знает, что покупать, если бывает вдруг такого нету, потому что Серега мне список накидал. Идем по твоему списку. Ну, а вдруг, если что-то не будет у них, такого там грунта нету, такого растворителя нету, то чтобы Серега лучше знает, что можно взять взамен. У этих ребят все будет, не переживай. Ну, я на всякий случай все равно, ты лучше знаешь. Вдруг ты что-нибудь забыл. Короче, зря список писал, надо было сразу ехать и все. Это для порядка. Да. Забрали мы материалы, все по списку, строго, копейка в копейку. Короче, $72, 178 белорусских рублей, там с копейками, ну 180, короче. $72 по курсу. Для российских ребят, кто смотрит из России, все просят, переводи в российские рубли. Писали мне в соцсети, да, извините, ребят. В российских рублях это 5570 рублей. Вот за материалы эти. Материалы стоят сейчас конских денег, поэтому покраска автомобилей и кузовня – это очень большая степень расходов. Поэтому выгоднее сейчас машины свои беречь. 100%. Не на пофиг относиться. Да, если у вас вылазят какие-то жучки, лучше сразу загнать мастеру и устранить эти жучки, чтобы потом через пару лет не перекрашивать весь автомобиль. Потому что, ребят, сразу скажу, мы будем снимать еще на улице, покажем машину, все по красоте, но пока я помню, потому что могу забыть потом этот эпизод, сейчас скажу, что вот эти жучки, что сидят, не от нехер делать, а делают, я говорю для тех, кто сейчас начнет орать, что вот делать нехер, деньги тратит, не от нехер делать. Еще несколько лет запустить такую проблему, потом будете варить, будете резать крышу и варивать 100%, лапки. 100%. Поэтому не от нехер делать, этим занимаюсь. Но для тех, у кого нету возможности вот это делать, устранить, такой колхозный способ, но как я сделал, купил женский лак для ногтей и все эти сколы и жучки замазал лаком.
это, конечно, неэффективно, ну, хоть как-то тормозит развитие. Но один нюанс. Если бы ты еще взял ножичком, снял рыхлую ржавчину и обработал таким же лаком, оно бы намного дольше прожило. Ну да, но... Не поверх, а именно снять рыхлую, Но, а потом обработать. честно говоря, вот когда мы делали, ну, кузов, когда красили по стекла, сейчас мы толщиком покажем все это, чтобы люди убедились, то эти жуки были, и я их наблюдаю, они не развиваются так особо. То есть, ну, в тех же масштабах они остались, они не растут. Я их тогда пообмазывал, вот так, ну, их затормозило, я за ними смотрю, воздух, и поэтому воздух, кислород не поступает, реакция химическая не идет, но все равно она немного развивается, это надо убирать. Во, клиент попался, не дает потолок нормально снять. Сам пришел и дергает. Что? Заснимаешь? Шо, конечно. Ну все, постеснялись. Во, накладку вот эту снял. То прибежал с другой стороны машины, говорит, не сломал, не сломал. Во, как любит свой посад. Ну вот, как уродливо выглядит B6 без рейлингов. Да, лысый какой-то толстосум. Вообще, блин, уродливо. Но ничего, все это временно. Да, стекла сняли, ладно, это временно. Зато вовремя все сделаем. Тебе это ничего не напоминает? Нет. А, бля, точно. Да, так на пасеке я еще не ездил. Ну, катаемся пока по гаражу. Из гаража во двор, из двора в гараж. Ну ничего. Дело движется, все не стоит.
с крышей обалдеть. Тут нормально такая рама сделана сзади. Ради этого и делали. Ну что, 21 мая сегодня. Начинали мы 18 марта, по-моему. Все нравится, Серега классно сделал. Эти жуки уже, ну как вы заметили с его видео, вовремя вмешались, все хорошо. Почему крышка багажника поднята? Потому что я снимал сторис в то же время, когда мы начинали, и кто-то в сторис писал: а где задний дворник? Как и у всех кричишь, у тебя машина такая уникальная, а как у всех нету заднего дворника. Задний дворник на месте, хочу заметить. И обшивки крышки багажника тоже не было, она сейчас здесь стоит. Почему тогда не было обшивки в том числе, но никто-то не заметил, а дворника не было, потому что я все разобрал, все поснимал, мы ехали, сняли все, потом поехали к Сереге сразу делать и заехали за запчастями. Все было быстро, четко слажено, уже машина была подготовлена к этим целям. Ну что, все так красиво выглядит, особенно когда сам это не делаешь, а просто наслаждаешься на видео, как было и что стало. Но людей будет больше всего интересовать, во сколько это все обошлось. Поехали. Машина делалась в марте-апреле. На тот момент это доллар был 2,63, 2,64, потом был 2,7, 2,8. Сейчас он 3,00 там с лишним. Сегодня 1 июля 2023 года. Но, ребят, запчасти, цены на материалы остались те же. Доллар-то растет, но цены примерно те же у нас. По материалам ориентируюсь на Audi A4. Почему так все затянулось 1 июля, а делалось в марте-апреле? Потому что первое, для самых умных в комментариях, да, прошло уже 3 месяца, и стекла не текут, ничего, все нормально. Так что для хейтеров отдельный ответ. Все нормально со стеклами и никаких проблем не возникает. А во-вторых, Passat делался первым, Audi A4 делалась второй, но так как мы с Audi A4 знакомились с Серегой аудиторией, то есть первой должна была выйти Audi, поэтому большинство и затянулось. Материалы. То, что я называл в начале видео, 178 рублей, здесь тоже все идет в итог. 178 плюс 45 я грунтовки еще докупил. Краска, пушечное сало, мерные стаканы, сито еще 100 рублей. Установка и снятие стекол 140, ну снятие 50, установка 90, установка всегда дороже. Потолок 120 рублей, про потолок будет отдельная тема разговора, отдельное видео. Но на потолок 120 рублей ушло и работа 50 долларов. Итог. 285 долларов на это все ушло. Либо 22 111 российских рублей, либо 706 белорусских рублей. В общем, вот так. 285 долларов. Казалось бы, за работу, которая якобы там не волновала, не беспокоила, но это надо было сделать. Кто-то скажет, что просто деньги на ветер выкинул, ничего-то толку от этого нету и не надо, но у каждого уже свое мнение будет. Но вот такая цена итоговая вышла. Когда машина делалась, мы снимали потолок. Потом, разумеется, ставили его обратно, чтобы снимать лобовое, чтобы это все сделать, чтобы снять рейлинги.
И потолок мы переклеили, но об этом будет отдельное видео. Так что как-то все вот так. Спасибо большое за внимание. Ставьте лайки, делайте репосты, расскажите нас друзьям. Счастливо!